Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 200 удивительных фактов, которые помогут уснуть. Прошу поставить лайк сейчас до просмотра видео, это очень важно для нас. Вы всегда сможете его убрать, если видео вам не понравится. Начнем. 1. Куры видят лучше, чем люди. Человеческий глаз различает 3 цвета – зеленый, синий и красный. Куры различают 5, они способны видеть фиолетовый и ультрафиолетовый. Поэтому они видят восход солнца примерно на час раньше человека и очень рано просыпаются. 2. В водах Нила обитает самый крупный в мире окунь, нильский, вес которого может достигать почти 200 килограммов, а длина – 2 метров. 3. Одна из самых опасных, согласно статистике, медуз – морская оса, небольшая медуза с длинными 3-метровыми щупальцами. Ее прикосновение обычно очень опасно, и только за последние полвека представители этого вида унесли жизни более 5000 человек. 4. Большинство древнеримских источников утверждает, что император Клавдий был отравлен с помощью супа. Он умер 13 октября 54 года. Правда, есть версия, что отравление Клавдия – вымысел, и на самом деле он просто умер от старости. 5. В Великобритании намеренно проехать через лужу и окатить водой прохожего – уголовное преступление. Карается штрафом до 5000 фунтов. 6. Известный жест «Окей», большой и указательный пальцы, сложенные кружочком, в Бразилии считается оскорбительным. Так бразильцы показывают, что считают своего собеседника полным нулем и ничтожеством. Еще один жест, в России называемый фигой, бразильцы используют как защитный знак. 7. Шерсть овец-мериносов – это самый дорогой из всех ее видов. Так, к примеру, в 2004 году около 100 килограммов сырья высшего класса было продано на аукционе одним из модных домов за $420 000. 8. Стволы древовидных папоротников служат в тропиках строительным материалом, а на Гавайях их крахмалистую сердцевину используют в пищу. 9. Первый парусный дрон Saildrone построили еще в 2018-м. Это небольшая 7-метровая лодка, которая способна самостоятельно маневрировать в открытом море. Она получает энергию от солнечных батарей, что позволяет оснастить дрон различными датчиками для изучения окружающей среды. Темпы работы не особенно велики, зато такой корабль может совершать автономные рейсы продолжительностью до 12 месяцев и вести долгосрочные наблюдения без контроля людей, хотя он сохранен как опция. Новый дрон имеет длину 24 метра, использует энергию ветра и солнца и может сам планировать свою работу, ориентируясь по погоде. В первом рейсе он прошел 4167 километров за 28 дней и нанес на карту данные о 22 тысячах квадратных километров океанского дна. Сейчас идут разговоры о постройке солидного флота таких кораблей, чтобы за следующее десятилетие картографировать все океанское дно нашей планеты. 10. Проведение Олимпийских игр 1976 года в Монреале страшно ударило по экономике Канады. 5 миллиардов местных долларов пришлось выплачивать в фонд Олимпийского комитета долгих 30 лет. А еще на этой Олимпиаде ни один канадский спортсмен не завоевал ни одной медали. 11. В Австралии обитает 6 из 10 наиболее ядовитых змей в мире. Например, яд от одного укуса австралийской жестокой змеи способен убить человека. Но до змеиных укусов в Австралии дело доходит достаточно редко, а учитывая наличие антивенина, противоядия против змеиного яда, смертельные случаи происходят редко, 4-6 в год. 12. Первые кроссовки Nike появились так. Один из учредителей компании Билл Бауэрман наблюдал, как его жена делает вафли. После чего налил в вафельницу полиуретан, чтобы посмотреть, что получится.
В итоге в 1974 году на рынок вышла обувь, которая так и называлась Nike Waffle Trainers. 13. Около 80% всех природных соединений, возникающих на Земле, появляется благодаря водорослям и другой водной растительности. Водорослями так или иначе питаются все обитатели вод, они либо едят их сами, либо охотятся на существ с рационом из водорослей. Многие горные породы возникли в далеком прошлом именно благодаря водорослям. Более того, по остаткам этих растений в толще камня удается определить их возраст. Люди едят многие виды водорослей, кормят ими скот и удобряют землю. 14. Грибы старше, чем динозавры. Самый старый ископаемый гриб, когда-либо найденный археологами, рос на Земле примерно 400 миллионов лет назад. 15. Одним из самых зубастых существ в нашей природе является улитка. В среднем у каждой улитки насчитывается 25 тысяч зубов. 16. В 1994 году заключенный Роберт Шепард совершил побег из тюрьмы в Западной Вирджинии. Веревку, которая понадобилась, чтобы преодолеть 5,5-метровую стену, он сплел из зубной нити. 17. Организаторы фестиваля Burning Man выставили на аукцион арт-коллекцию ради сбора денег на следующие фестивали. Фестиваль проходил с 1986 года, в 2020 году его отменили впервые. Из-за этого у организаторов заканчиваются средства. На торги выставили почти 200 предметов искусства. Главный лот – так называемый автомобиль-ракета. 18. Рисовые террасы Кордильера на Филиппинах внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Они были созданы более 2000 лет назад и сохранились до наших дней благодаря прочности горных пород, из которых построены. 19. Самые дорогие шерстяные изделия – носки, произведенные из шерсти викуньи, парнокопытного животного, обитающего в Андах. Одна пара стоит от 1000 до 1200 долларов. 20. Дыхательная система человека забирает из воздуха кислород, а вот азот, инертный газ, никак с ней не взаимодействует. Если заменить его на какой-нибудь другой безопасный инертный газ в той же пропорции, мы будем продолжать дышать и даже не заметим разницы. 21. Самое быстрое морское течение в мире находится возле норвежских берегов. Скорость течения Солфьорд достигает 30 км в час. 22. Споры гриба кардицепса проникают в тела насекомых и берут их под свой контроль, заставляя отправиться туда, где условия для произрастания грибов будут оптимальны. Впоследствии тело зомбированного насекомого служит пищей. 23. Розничные продажи потребительских товаров с содержанием шерсти составляют 80 миллиардов американских долларов в год. 24. Саркофаг, в котором нашли тело фараона Тутанхамона, был изготовлен из 110 килограммов чистого золота. 25. У муравьев два желудка. Один из них муравей использует для того, чтобы питаться самому. Второй, чтобы кормить других муравьев. 26. В Древней Греции существовала денежная единица под названием обол, одновременно являвшаяся мерой веса, равной примерно 0,7 грамма. В Афинах и других полисах оболы представляли собой серебряные монеты. Однако в Спарте использовали оболы в форме громоздких и непрактичных железных прутьев. Они были настолько тяжелее монет, насколько железо было дешевле серебра. Это было сделано для того, чтобы спартанцы меньше стремились к богатству, а также меньше воровали и давали взятки. 27. Знаменитый Эдвард Тич по прозвищу «Черная борода» на самом деле редко прибегал к силе. Он пользовался своей внушающей страх репутацией, и торговцы, завидев его флаг, обычно сдавались сами.
Сохранилось множество свидетельств того, что Черная Борода держал слово и действительно всегда щадил тех, кто ему сдавался без боя. Все записи указывают на то, что агрессивные действия в отношении пленных на его кораблях были под строжайшим запретом. 28. Вершина потухшего эквадорского вулкана Чимбораса – самая удаленная от центра Земли точка ее поверхности. 29. В самом центре Сахары археологи обнаружили древние наскальные рисунки, свидетельствующие о том, что первобытные люди когда-то жили в этих краях. Одной из главных африканских природных достопримечательностей является водопад Виктория. Он единственный в мире, имеющий ширину более 1 километра при высоте падения воды более 100 метров. 30. Самый южный вулкан на Земле, Эребус, расположен в Антарктиде, и он постоянно извергается. 31. Всего в мире произрастает около 2 миллионов различных видов грибов. При этом около 95% из них до сих пор не изучено, а съедобных видов всего несколько тысяч. 32. Углубление между носом и верхней губой называется губной желобок. Он является маленьким напоминанием о времени, проведенном в утробе матери. Именно в этом месте соединяются части лица человека в ходе развития его эмбриона на 2-3 месяце беременности. 33. После победы над персами Александр Македонский начал одеваться как персидский царь и завел 2 жен персиянок. Причина этих перемен проста: он считал, что покоренные им народы будут чувствовать себя более комфортно, если их новый правитель будет придерживаться их обычаев. 34. Бразильцы, страстные фанаты футбола, этим видом спорта интересуется почти 75% населения страны. Бразильская сборная принимала участие во всех мундиалях и 5 раз завоевывала титул лучшей футбольной сборной мира. 35. На самом деле пираты обычно не использовали знаменитого благодаря фильмам и книгам Веселого Роджера черный флаг с костями и черепом. Они не поднимали флага вовсе или поднимали просто черное полотнище. Черный флаг тогда поднимали зараженные суда, и к ним никто не рисковал приближаться. А для военной хитрости нередко использовали флаги разных стран. 36. В 1912 году соревнования по греко-римской борьбе в Стокгольме между Альфредом Асикейнином и Мартином Клейном продлилось больше 11 часов. Клейн в конечном счете победил, но он был слишком уставшим, чтобы продолжить выступление, и согласился на серебро. 37. В результате извержения вулкана Уайна-Путина в Южной Америке в 1600 году в России погибло около 3 миллионов человек, так как вулканический пепел, заслонивший солнечный свет, стал причиной холодного и неурожайного лета. 38. Когда-то Зимбабве была самой богатой и развитой африканской колонией, но после обретения независимости эта страна быстро стала одной из беднейших. В историю навсегда вошла рекордная зимбабвийская инфляция, измерявшаяся сотнями миллионов процентов в год. 39. Всего один пассажирский самолет во время 9-часового перелета тратит 50-75 тонн кислорода. За такой же период времени приблизительно столько же кислорода получается в процессе фотосинтеза на 25 тысячах, 50 тысячах гектарах леса. 40. В 1985 году перуанские пограничники задержали партию меда из Эквадора, обнаружив в нем высокое содержание запрещенного вещества. Оказалось, эквадорские дельцы специально ставили ульи рядом с определенными полями, чтобы таким образом перевести запрещенное вещество через границу. 41. Изобретателю глутамата натрия, известного на весь мир усилителя вкуса, помогли водоросли. Он сделал свое открытие, исследовав вещество в составе водорослей комбу, которое делало пищу более вкусной. 42.
Настоящих листьев у папоротников еще нет. Но в этом направлении они сделали первые шаги. То, что у папоротника напоминает лист, вовсе не лист, а по своей природе целая система ветвей, да еще расположенных в одной плоскости. Это и называется так плосковетка или вая или другое название – предпобег. А еще у папоротников нет семян. 43. В океанических водах возле Австралии обитают кубомедузы, ежегодно уносящие жизни большего количества людей, чем акулы, крокодилы и другие хищники вместе взятые. Чтобы уберечь купальщиков от этой опасности, вдоль побережья Квинсленда натягивают специальные сети. 44. В большинстве африканских стран проживают представители десятков разных национальностей одновременно, и все они пользуются своими языками. На официальных языках, которыми часто считаются французский и английский, на деле мало кто говорит. 45. Самая прозрачная в мире вода, расположенная возле Антарктиды море Уэддала. Большую часть года море покрыто льдом, среднемесячные температуры зимой у побережья опускаются ниже минус 30 градусов Цельсия. 46. Соломенные шляпы Панамы для защиты от солнца были придуманы в Эквадоре. Их плели из волокна пальмы такилья из семейства циклантовых, испанское название такила, латинское карлудовика палмата, местное хиппи-хаппи. 47. Во время интенсивных физических нагрузок человек за минуту потребляет до 2500 мл кислорода, хотя в расслабленном состоянии его потребление в 8-10 раз ниже. 48. Инженер-программист из Японии Кен Кавамото в конце 2016 года представил миру гаджет, или лучше сказать предмет интерьера, который визуализирует погоду за окном в режиме реального времени. Когда на улице дождь, будет литься вода, когда солнечно, просто будет яркий свет. Когда за окном гроза, лампа будет мигать фиолетовым светом, а в мороз вода в лампе замерзнет. 49. С мая 2021 года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын запретил жителям страны носить обтягивающие джинсы скинни и футболки с надписями и слоганами, а также делать стрижку малет и пирсинг. История преподает нам важный урок о том, что страна может стать уязвимой и в итоге рухнуть, как отсыревшая стена, вне зависимости от ее экономической и оборонной мощи, если мы не будем придерживаться нашего собственного образа жизни, говорится в тексте, опубликованном государственной газетой Родонг Синмун. Нарушителей введенного запрета будут штрафовать, а тех, кто нарушил запрет неоднократно, могут отправить в трудовые лагеря на перевоспитание. 50. Именно австралийцы придумали называть фотографирование самого себя словом «селфи», это произошло в 2013 году. 51. Лидером по производству шерсти считается Китай, он производит 400 тысяч тонн сырья в год. Второе место принадлежит Австралии, более 360 тысяч тонн. Замыкает тройку лидеров Новая Зеландия с показателем около 165 тысяч тонн. 52. В Эквадоре функционирует одна из опаснейших на планете железнодорожных веток, которая называется «Носом дьявола». Поезда движутся по узким путям, проложенным между отвесными скалами и обрывом. 53. Водоросли не имеют ни тканей, ни органов, ни защищающих их покровов. 54. Исчезновение рейса MH370 остается пока самой большой тайной 21 века. Самолет вылетел из столицы Малайзии и должен был приземлиться в Китае 8 марта 2014 года. На сегодняшний день существует немало версий, объясняющих исчезновение самолета, однако все они не подтверждаются фактами и не поддаются логике. 55. Курица издавна считается лучшим выбором для здорового семейного питания. Но птицы, выращенные сегодня, больше не заслуживают этой репутации.
В настоящее время в курице содержится на 266% больше жира, чем 40 лет назад. В 70-х годах из курицы, извлеченной из духовки, можно было собрать только ложку жира, а сегодня она будет в нем плавать. 56. Лобстер – редкое удовольствие в наших домах, потому что это очень дорого. А когда-то омары служили едой для заключенных или рабов и считались пищей для бедных. 57. Кислород отвечает за почти 2/3 веса большинства живых организмов, главным образом потому, что живые существа состоят из большого количества воды, а 88,9% веса воды составляет именно кислород. 58. Расположенный на Гавайях вулкан Килауэ продолжает непрерывно извергаться. С 1912 года за активностью вулкана наблюдают ученые из Гавайской вулканической обсерватории. 59. На кажущейся столь безжизненной территории Сахары произрастает около 500 различных видов растений. 60. В эпоху великих географических открытий грабежи судов других стран, особенно отдаленных, пиратством не считались. К примеру, знаменитый первооткрыватель Васко да Гама в ходе своих экспедиций без стеснения грабил арабские и индийские суда и поселения, порой проявляя при этом чудовищную жестокость. 61. Экологи утверждают, что воздух, которым дышат жители австралийского острова Тасмания, чистейший на Земле. 62. Ежегодно в американском городе Гилрой, штат Калифорния, проходит фестиваль чеснока. Праздник, посвященный чесноку, был впервые проведен в 1979 году в благотворительных целях, а позже стал одним из самых известных гастрономических фестивалей США. Проводится фестиваль традиционно в конце июля. Во время чесночного фестиваля участники и гости могут отведать огромное количество блюд с чесноком, которые готовятся в многочисленных палатках прямо на свежем воздухе. Самое необычное из них – чесночное мороженое. 63. Мед – сильный природный консервант. Именно в него погрузили тело умершего в походе Александра Македонского, чтобы доставить его обратно в Грецию и не дать ему разложиться по пути. А в древности медом часто обмазывали мясо и рыбу, чтобы они долго не портились. 64. История макаронных изделий восходит к древним этрусским цивилизациям между III и VIII веками до нашей эры. Этруски производили макароны путем измельчения нескольких злаков и зерен, а затем смешивали их с водой. 65. Дэн Купер – псевдоним американского преступника, который 24 ноября 1971 года захватил самолет авиакомпании Northwest Orient Airlines, следовавший из Портленда в Сиэтл. Получив выкуп в $200 000, угонщик выпустил пассажиров, заставил пилотов взлететь и выпрыгнул с парашютом примерно в 50 километрах на северо-восток от Портленда. Из-за журналистской ошибки угонщик стал известен как Д.Б. Купер, поскольку на первых этапах расследования портлендская полиция проверяла на причастность к преступлению жителя Орегона с таким именем. Несмотря на продолжительное расследование, ФБР не удалось ни установить личность угонщика, ни выяснить его дальнейшую судьбу. И в июле 2016 года расследование было официально остановлено. Случай с Дэном Купером остается единственным, нераскрытым, угоном самолета в истории коммерческой авиации. 66. Саннакчи или саннакчи хве, разновидность хве, блюдо корейской кухни. Представляет собой приправленного кунжутным маслом и посыпанного кунжутом, так сказать, живого осьминога. Осьминога режут на мелкие кусочки и немедленно подают, так что кусочки еще шевелятся. Иногда осьминог сервируется целиком. Саннакчи подают в ресторанах, специализирующихся на хве, а также в барах как закуску к соджу.
Из-за того, что мускулы осьминога еще сокращаются при поедании, при употреблении саннакчи нужно соблюдать осторожность. 67. Эксперимент Вселенная, 25 – это научное исследование, во время которого для популяции мышей были созданы максимально комфортные условия жизни. У грызунов было обилие корма и воды, им не угрожали хищники, а также было достаточно места для размножения. При изобилии мира и средств к существованию мышей интересовали только еда, сон и уход за собой. В итоге грызуны, сломленные психологически, не были заинтересованы в борьбе за территорию, ухаживании за самками и защите потомства. Подобное поведение мышей экспериментатор назвал первой смертью или смертью духа. По мнению Колхуна, автора эксперимента, такая смерть в конечном счете приводит к буквальной кончине грызунов. То есть все особи обречены на неминуемую гибель, в каких бы комфортных условиях они ни находились. 68. Первые весы появились более 6000 лет назад. Местом возникновения этого древнейшего изобретения человека были такие государства, как Древний Вавилон и Египет. Этот предмет был настолько почитаем и необходим, что его изображения сохранились на пирамидах в Гизе. За 2000 лет до нашей эры весы стали общепринятым средством измерения. Они выглядели как равноплечное коромысло с чашами, висящими по краям. Именно такие весы держит в своей руке богиня правосудия Фемида. В IV веке до нашей эры Аристотель открыл теорию весов, правила моментов сил. 69. Сухофрукты вредят зубам больше, чем конфеты, так как кислота, а не сахар, является основной причиной разрушения зубов. 70. Первый свадебный торт на самом деле был не сладким. Свадебные торты были особой частью греческой и римской цивилизаций. Жених скреплял свой брак, разбивая подарочный свадебный пирог, сделанный из ячменя, на голове невесты. Этот странный ритуал символизировал удачу, плодородие и то, что девушка теперь станет женой. 71. В ноябре 1930 года охотник Джо Лабель оказался неподалеку от поселения эскимосов, живших на берегу озера. Устав от долгого пути, он решил найти себе ночлег. Некогда процветающее поселение, мимо которого часто проходил охотник, оказалось совершенно пустым. Создавалось такое впечатление, будто все жители в спешке бросили свои жилища и ушли в неизвестном направлении. В одном доме на печке готовилась пища, а в другом на полу лежали недошитые вещи, из которых торчала иголка. Люди просто куда-то исчезли самым загадочным образом. 72. Ежегодно 4 июля в городе Уатман, штат Аризона, проводится конкурс по жарке яиц на тротуаре. Жители Уатмана соревнуются между собой, кто сможет приготовить самое съедобное яйцо. Участники могут использовать любые необходимые солнечные средства, включая лупы или зеркала, но огонь или электричество не допускаются. 73. Кетчуп когда-то использовался как лекарство. В 1834 году доктор Джон Кук Беннет добавил помидоры в кетчуп, который до этого был смесью рыбы с грибами. Добавление томатов означало, что в соусе теперь множество витаминов и антиоксидантов. 74. Остров мертвых кукол находится среди обширной сети каналов к югу от Мехико, рядом с Сочимилько. Это одна из самых жутких туристических достопримечательностей Мексики. Здесь, среди сухих веток и мертвых деревьев, висят сотни старых, изуродованных кукол. История гласит, что полвека назад у маленького острова в глубине каналов Сочимилько не справилась с плаванием маленькая девочка. Единственным жителем острова в то время был отшельник по имени Дон Хулиан Сантана Баррера. Он вместо семьи предпочел одиночную жизнь на удаленном острове. Вскоре после трагического случая с девочкой Баррера начал вылавливать из канала старых кукол. Будучи уверенным, что это знаки злого духа, Дон Хулиан Сантана начал развешивать их на деревьях,
чтобы защитить себя от зла и успокоить призрак. Позже Дон Хулиан превратил весь остров мертвых кукол в подобие храма. 75. Самая широкая улица мира, Авенида Нуэве де Хулио, она же Авенида 9 де Хулио, расположенная в аргентинской столице Буэнос-Айрес. Она получила свое название в честь Дня независимости Аргентины, 9 июля 1816 года. Проспект шириной 110 метров имеет 14 полос для движения автомобиля, по 7 в 2 направления, рай для автомобилиста. Пешеходу уже не так повезло, чтобы перейти с одной стороны улицы на другую, потребуется пройти 3 светофора и потратить около 5 минут. Эта огромная улица тянется через весь город, соединяя 2 аэропорта. Когда проспект закрывают на карнавал, здесь полное раздолье и огромное количество людей наслаждается праздником. Строительство этой улицы длилось практически 100 лет, с 1880 года. Открытие состоялось в 1980 году. 76. Крендельки в 17 веке стали символом вечной любви. Согласно преданиям, в 1614 году швейцарская королевская пара использовала крендель на своей свадьбе, чтобы запечатать узы брака. Некоторые историки полагают, что именно отсюда произошло традиционное связывание узла. 77. Индейцы племени Уру или Урос – коренное население района озера Титикака. Озеро Титикака расположено на южноамериканском континенте в высокогорье Альп. Всего в озере насчитывается 41 остров, среди них есть и крупные, такие как Амантани, Такиле, Исла-дель-Соль и Сурики. Наименьшая глубина озера в заливе Пуно. Здесь до дна всего метр или 2. В этом же месте самая теплая вода. И именно в этих краях живут индейцы племени Уру прямо на воде, вернее на плавучих островах, которые построены из тростника таторы. Для индейцев урос – это незаменимое растение, без которого они просто не мыслят своего существования. Мало того, что они употребляют его в пищу, а из соцветий тростника заваривают чай, так они еще и используют его в качестве матрасов для кроватей, строят из него дома и искусственные, плавучие острова, на которых их дома и располагаются. 78. Мясо лосося, которого вырастили на рыбной ферме, отличается от мяса дикого лосося. Оно белого цвета, а не розового. Мясо дикого лосося розовое из-за того, что он питается креветками. Поэтому большинство рыбоводов, чтобы добиться розового цвета, добавляют в пищу лососям пигментирующие соединения. 79. Самая высокая статуя Иисуса расположена в Польше, вблизи города Свибодзин. Называется она статуя Христа Царя. Открытие состоялось в 2010 году, хотя инициировано строительство было еще в 2001. Статуя Христа Царя имеет высоту без пьедестала 33 метра, это очень символичная цифра, соответствующая возрасту Христа на момент распятия. Если считать с пьедесталом, то общая высота составляет 52 метра. Скульптура Христа раскинула руки в стороны, за счет этого она напоминает крест, символ христианства. Статуя Христа Царя сделана из монолитного железобетона, внутри она полая. Общая масса скульптуры составляет 440 тонн. На голове у Христа позолоченная корона высотой 3 метра и диаметром 3,5 метра. Также на короне расположены точки доступа Wi-Fi. Голова Иисуса весит 15 тонн и имеет высоту 4,5 метра. Выставлялась статуя по частям, сначала корпус, затем плечевой пояс, а в конце голова и корона. 80. Идея, что завтрак – самый важный прием пищи, совсем юная. До конца XIX века завтраку не придавали особого значения. Изменения в сознании людей были сделаны небольшой группой религиозных фанатиков и лоббистов зерновых и беконных компаний в 1944 году, которые пытались продать больше своих продуктов. 81.
Самая длинная горная система в мире называется Кордильеры. Она не только самая длинная, но и одна из самых высоких в мире, расположена в Северной и Южной Америке. Кордильеры находятся на территории 10 стран – Канады, США, Мексики, Гватемалы, Чили, Аргентины, Перу, Колумбии, Эквадора и Боливии. Общая длина горной системы составляет более 18 тысяч километров. Кордильеры лежат почти во всех географических поясах Америки, за исключением только субарктического и арктического. 82. Сентинельцы – один из андаманских коренных народов, проживающих на Андаманских островах Бенгальского залива. Населяют остров Северный Сентинел, находящийся к западу от южной оконечности Большого Андамана. Известны своим энергичным сопротивлением любым попыткам контакта со стороны людей извне. Считается, что около 60 тысяч лет сентинельцы прожили практически в полной изоляции. Неизвестно, умеют ли они добывать огонь, но огнем они пользуются. У них существует замысловатая процедура хранения тлеющих головешек и горящих углей в глиняных сосудах. При любой попытке приблизиться к острову они начинают стрелять из лука. Провизию и предметы быта, отправленные к ним на лодке, принимают частично. Из того, что известно, кокосы съели, свинью убили и закопали, красные ведра оставили, а зеленые выбросили. 83. В камбоджийской столице Пномпене работает необычное кафе со змеями, игуанами и даже скорпионами, и оно уже наступает на пятки популярным кошачьим кафе. Посетители могут заказать любимый напиток и выбрать себе в компанию одно из находящихся в террариумах созданий. Владелец заведения Чирати говорит, что его необычный бизнес призван изменить предвзятое отношение к рептилиям. 84. Дельфийский оракул – оракул при храме Аполлона в Дельфах, находящийся у подножия горы Парнас в Факиде. Согласно древнегреческой мифологии, построен Аполлоном на месте его победы над чудовищным змеем Пифоном. Номинально главным лицом являлась жрица Пифия, но фактически все предсказания исходили от жрецов храма. В древности оракул имел ошеломительную известность и часто оказывал влияние на ход истории. Много знаменитых исторических фигур обращались к нему за предсказаниями относительно того или иного вопроса. К ответам оракула относились со всей серьезностью, поскольку считали их решениями свыше. 85. Королевская дыня юбари является самым дорогим фруктом во всем мире. Стоимость одной дыни превышает $20 тысяч, и с каждым годом цена продолжает расти. 86. Над дверью в академию, в которой Платон обучал своих последователей, находилась следующая надпись: «Пусть не входит сюда тот, кто не знает геометрии». Более 5 тысячелетий назад древние египтяне использовали геометрические знания при постройке пирамид, а также в ходе разметки земельных участков на побережьях Нила. Посредством геометрических формул и не исключая того, что наша планета является сферой, древнегреческий ученый Эратосфен вычислил длину ее окружности. Интересен факт, что современные измерения показали, что грек выполнил все расчеты правильно, допустив лишь небольшую погрешность. 87. К северу от города Хомстед, что в штате Флорида, США, располагается уникальное сооружение, которое по праву можно назвать восьмым чудом света. Это коралловый замок, построенный загадочным человеком по имени Эдвард Литскалнин. Коралловый замок представляет собой целый комплекс многочисленных мегалитов, вес которых достигает 30 тонн. И все бы ничего, если бы не тайна человека, который построил все это в одиночку. Его рост был немногим более 1,5 метра. Ученые всего мира до сих пор не понимают, каким образом ему удалось возвести комплекс общим весом более 1000 тонн. В связи с этим возникло множество самых фантастических версий и предположений. 88. На полках китайских супермаркетов появилась новинка – груши в форме Будды.
Фермер Хао Ксинизанг придумал новый способ выращивания необычных груш. Для того, чтобы груша приняла лик Будды, ее на стадии роста помещают в пластиковую форму и оставляют зреть дальше. Фермер утверждает, что местные жители из его родной деревни Хэкси, расположенной в Северном Китае, мгновенно раскупают его чудо-груши. Большинство из них уверены, что эти фрукты приносят удачу. 89. Наполеон Бонапарт был талантливым математиком, который за годы своей жизни написал немало научных трудов. Любопытно, что его именем названа одна из геометрических задач. 90. Нил – единственная река Северной Африки, которая протекает через Сахару и доносит свои воды до Средиземного моря, являясь источником жизни в безводной пустыне. Сотрудники здравоохранения советуют воздержаться от купания в Ниле. Дело в том, что во многих государствах, по которым течет река, в Нил сбрасывают самые различные отходы. Любопытно, что в долине Нила находятся все египетские города, где проживает почти все население страны. 91. Летучие драконы – род ящериц из семейства агамовых, обитающий в Юго-Восточной Азии. В литературе также встречаются другие русские названия этого рода – драконы, летающие драконы. От других ящериц отличаются широкими кожными складками по бокам, благодаря которым они могут планировать на расстояние свыше 20 метров, поскольку сухих сезонов в этих краях не бывает. Места обитания летучих драконов можно, без преувеличения, назвать «зеленым морем». Сигнальный код, с помощью которого общаются летучие драконы, по сей день остается загадкой для ученых. 92. Мед – один из продуктов питания, который можно хранить дольше всего. По данным Центра меда и опыления, Калифорнийский университет, в среде с низким содержанием влаги и высоким содержанием кислоты бактерии погибают практически сразу. Вот почему археологи находят горшки с медом тысячелетней давности, но все еще хорошо сохранившимся продуктом. Однако мед – это не единственная пища, срок которой длится тысячелетиями. Соль, сахар и сырой рис также имеют тысячелетние сроки годности. 93. Кахокия или Каокия является одним из загадочных мест на планете, где некогда проживали древние индейцы. Специалисты делают заключение, что 1500 лет назад на этом месте был процветающий город с населением порядка 40 тысяч человек. Археологи обнаружили тут немало террас, высоких курганов, а также солнечный календарь. Ученые до сих пор не могут объяснить причину, по которой жители покинули этот город и куда они переселились потом. 94. Филумения – коллекционирование спичечных этикеток, коробков, буклетов, спичек-книжечек, самих спичек и других предметов, связанных со спичками. Коллекционеров спичечных этикеток называют филуменистами. 95. В Индии в XVI веке во время военных сражений лошадям приделывали искусственные хоботы и уши, как у слонов. Боевые слоны противника, сталкиваясь с такими лошадьми, принимали их за слонят и отказывались атаковать. 96. Готардский базисный тоннель – самый длинный тоннель в мире протяженностью 57 километров. Он обеспечил железнодорожное сообщение через Альпы и перевел грузовые перевозки с автомобильных на более экологичные железнодорожные. 97. На северо-западном побережье Тихого океана существовала порода шерстистых собак. Местные жители держали их на небольших, изолированных островах, чтобы те не скрещивались с охотничьими псами. Шерстистых собак кормили морепродуктами и тщательно ухаживали за их шерстью, из которой производили пряжу для пошива одеял. 98. Виадук Мийо, потрясающее чудо инженерной и конструкторской мысли, находится во Франции. Это самый высокий автомобильный мост в мире. Он построен по вантовой системе, то есть мост фактически висит в воздухе.
но поддерживается особой конструкцией из жестких опор и гибких стальных тросов. 99. Буканиры или буконьеры – это охотники на диких коров и свиней. Очень часто их путают с браконьерами. Все из-за того, что англичане всех флибустьеров называли буканирами. Они захватили Ямайку еще до того, как появилось это слово, мало понимали его смысл, да и выговаривали с трудом. 100. Британец Эд Стаффорд, бывший капитан королевских войск, стал первым в мире человеком, который прошел пешком вдоль всей Амазонки. Протяженность этой самой полноводной в мире реки составляет почти 7000 километров. Сквозь ее прибрежные джунгли капитан Стаффорд шел 859 дней. 101. Инжиру требуется особый процесс опыления, и осы бластофаги играют в этом важную роль. Плод инжира действует как матка, куда беременные осы несут пыльцу. В плод они попадают через крошечное отверстие в нижней части фрукта, там они и размножаются. 102. На Марсе очень часто бушуют самые свирепые и мощные пыльные бураны, известные человечеству. Скорость ветра порой достигает более 200 км в час, продолжаются бури несколько недель и могут охватить всю планету. Чаще всего бури возникают тогда, когда Марс приближается к Солнцу. Из всех космических аппаратов, запущенных на Марс, лишь 1/3 смогла успешно выполнить свое задание, остальные бесследно исчезали. Ученые высказали предположение, что на планете, возможно, находится марсианский Бермудский треугольник, который и поглощает космические спутники. 103. У кукурузных початков, как правило, четное число рядов, обычно 16. 104. Среди всех представителей семейства кошачьих самый высокий рост принадлежит львам. У взрослого льва имеется 30 зубов. Однако пищу он ими не жует, а просто отрывает кусками и так проглатывает. Ночью зрение у этих хищников в 6 раз лучше, чем у человека. А если лев случайно встречается с гепардом, он всегда нападает на него. Бегство является единственным средством спасения для гепарда, ведь противостоять львам в силе он никак не может. 105. Дага – кинжал для левой руки при фехтовании шпагой, получивший широкое распространение в Европе в 15-17 веках. Во Франции назывались менгош, также назывался стиль сражения с оружием в обеих руках. До 1400 года даги были в большей степени оружием простолюдинов. Но уже в 15 веке их стали использовать рыцари, в частности, в битве при Азенкуре в 1415 году. Клинки толедских мастеров и широкое распространение дуэлей привело к появлению стиля эспада и дага, когда шпага в правой руке использовалась для атаки, а дага в левой руке для отражения ударов противника. В связи с этим важнейшей частью даги является гарда, на которую приходятся основные удары клинка противника. Кроме оружия ближнего боя, дага применялась как кинжал для удара милосердия, последнего гуманного и максимально безболезненного удара противнику. 106. Наванлув Сангейн Ганенпил, последняя официальная королева-консорт Монголии, супруга Богда Гегена VIII. В 1924 году она пробыла в этом статусе менее года. Ганенпил стала прообразом Падмы Амидалы из «Звездных войн». 107. Выдры живут одной парой всю жизнь. Когда их дети вырастают, взрослые выдры не выгоняют их из дома, а лишь ждут, пока те уйдут сами. Однако если детям взрослая и семейная жизнь не по вкусу, родители всегда принимают их обратно в свой дом. 108. Жемчужина Пуэрто-Принцесса – самая большая известная жемчужина естественного происхождения в мире. Была найдена местным рыбаком в Филиппинском море. Ее длина составляет 67 сантиметров, ширина 30 сантиметров и вес 34 килограмма. Он 10 лет хранил ее под кроватью в качестве талисмана, пока в его доме не произошел пожар.
Подыскивая новое жилье, рыбак показал свое сокровище сотруднику туристического ведомства Филиппин. Теперь она находится в городском сити-холле города Пуэрто-Принцеса, в честь которого она и получила свое название. Примерная стоимость жемчужины – $100 миллионов. Второй известной жемчужиной в мире является жемчужина Лао Цзы, жемчужина Аллаха, весом 6,37 килограмма. 109. В Финляндии построили дома, в которых не надо платить за все виды энергии, они сами вырабатывают энергию и обеспечивают себя. 2 таких экспериментальных дома построили в 2011 году. Активный дом полностью обеспечивает себя энергией благодаря солнцу, ветру и теплу Земли, а также удачным техническим решениям. Стены дома надежно утеплены, а вентиляционная система повторно использует 80% тепла. Солнечные батареи дают электричество, а солнечные коллекторы нагревают воду. Электричество вырабатывает даже система торможения лифтов. Летом активный дом вырабатывает больше энергии, чем потребляет. Излишки электричества отдаются городским сетям. За счет них зимой покрывается дефицит электроэнергии. 110. Суплисиаканум было ежегодным религиозным ритуалом Древнего Рима. Собак ругали, а гуси, сидя на золотых подушечках, наблюдали за этим. Обряд символизировал наказание сторожевых собак, которые не залаяли, когда галлы в 390 году среди ночи напали на Рим. Гуси же, наоборот, подняли шум и разбудили жителей города. 111. В 1939 году Джордж Бернард Данциг, докторант в Калифорнийском университете Беркли, опоздал на лекцию по статистике и увидел на доске 2 задачи. Они были примерами нерешенных проблем статистики, а он счел их домашним заданием, записал и решил. Уравнения, с которыми справился Данциг, скорее не нерешаемые задачи, а недоказанные статистические теоремы, для которых он нашел доказательства. 6 недель спустя преподаватель Данцига сообщил, что подготовил одно из 2 его доказательств к публикации, а Данциг через несколько лет удостоился роли соавтора, когда другой математик независимо от него нашел то же самое решение для второй задачи. 112. Драконово дерево или драцена – реликтовое вечнозеленое тропическое растение. По свидетельствам некоторых ученых, оно способно жить до 6000 лет и более. Самому старшему из обнаруженных экземпляров – около 3000 лет. Произрастает в тропиках и субтропиках Африки. С древних времен используется как источник драконовой крови, смол, используемых в народных ремеслах, художественных промыслах, в мебельной промышленности, как красители, полироли, лаки и их компоненты, в народной медицине и в качестве благовоний. 113. Муравей рождается с набором программ на тот или иной запах. Например, если что-то пахнет алииновой кислотой, значит это труп другого муравья, и надо вынести его из муравейника на ближайшее, так сказать, кладбище. Ради эксперимента ученые обмазали еще живых особей алииновой кислотой. Они вернулись в гнездо, тут же их поймали рабочие и вынесли на кладбище. Они снова попробовали вернуться в гнездо. Рабочие вынесли их снова. Так сказать, зомби возвращались в гнездо и были похороненными заново примерно раз 20, пока запах не выветрился. 114. Акутак – блюдо эскимосов Аляски и Северной Канады. Также известно как эскимосское мороженое. Сами аборигены Аляски произносят название блюда как агудак, что с юпикского языка переводится как нечто жирное и перемешанное. Традиционно блюдо делается на основе жира северного оленя, лося, моржа или тюленя с добавлением различных ингредиентов, в зависимости от вида блюда, с ягодами, клюквой, морожкой, водяникой, черникой, малиной, травами и кореньями, собранными из нор мышей полевок и другими подходящими продуктами. В качестве подсластителя, как правило, используется сахар. Также иногда добавляется мясо лосося или оленя. 115.
В Австралии впервые за 3000 лет родились тасманские дьяволы. Эти безжалостные хищники – настоящий символ материка. 7 новорожденных детенышей вселяют надежду, что у исчезающих видов животных может появиться новая популяция, говорят ученые. Крупнейшее в мире выжившее сумчатое хищное животное было уничтожено на материковой части Австралии динго, разновидностью дикой собаки. После этого их основная часть жила на острове Тасмания, однако животных сразила болезнь – лицевая опухоль, из-за которой этот вид оказался на грани вымирания. 116. Стит Боннет – английский пират, называемый иногда «джентльмен пиратов», в основном из-за его дворянского происхождения. Он получил хорошее образование. До того, как занялся разбоем, служил майором в колониальной милиции на острове Барбадос. Причины, вынудившие его заняться пиратством, не вполне ясны. Довольно популярными в XVIII веке были сплетни о легком помешательстве в результате неудачной женитьбы на Мэри Ламби, что якобы побудило бывшего офицера податься в пираты. Другой версией был скандальный характер его жены, которого он не выдержал и решил заняться пиратством. Боннет был единственным пиратом, платившим матросам жалования. 117. По версии Forbes, в мире появился новый самый богатый человек. Им стал французский бизнесмен, глава и основной владелец модного дома LVMH Бернар Арно, чье состояние оценивается в 233 миллиарда долларов. Эта сумма больше текущей стоимости активов Илона Маска, находящегося на втором месте. 118. В 1860-х и 70-х в Париже насчитывалось около 1200 общественных туалетов. Все они были настоящими произведениями искусства. К сожалению, до нашего времени сохранился только один из них. 119. Некоторые тропические бабочки – кровососы. Их грубый хоботок способен прокалывать кожу млекопитающих. Предполагают, что вначале бабочки прокалывали кожицу фруктов, чтобы напиться сока, а потом приноровились пить кровь. В тропиках встречаются бабочки, которые питаются слезными выделениями животных, в основном копытных, например, буйволов. Эти бабочки запускают свои длинные хоботки внутрь слезных протоков и высасывают слезные выделения. Это, пожалуй, единственный случай, когда бабочки являются переносчиками заболеваний, в данном случае глазных. 120. В музее Гугенхайма в Нью-Йорке был выставлен необычный экспонат – золотой унитаз Маурицио Каттилана. Он был размещен в туалете для посетителей, и все желающие могли пользоваться им по прямому назначению. 121. Волк – единственный из зверей, который может пойти в бой на более сильного противника. Если же он проигрывает схватку, то до последнего вздоха смотрит в глаза противника. 122. Акунасима – небольшой остров во внутреннем Японском море вблизи города Такихара, префектура Хиросима. Сюда можно добраться на пароме от близлежащих поселков. Остров очень популярен среди туристов. Его неофициальное название – «Остров кроликов» из-за многочисленных диких кроликов, которые обитают на острове и совсем не боятся людей. 123. В Индии есть племя, которое научилось делать живые мосты из корней фикуса. Постоянно развивающиеся мосты Мегхалая состоят из запутанных толстых корней, которые обеспечивают устойчивость конструкции и делают ее достаточно крепкой, чтобы пропустить 50 или более человек за один раз. Их создают племена Хаси и Джайнтии, которые овладели искусством выращивания корневых мостов через возвышенные берега ручьев, протекающих через густые леса Мегхалаи. Идея их создания возникла около 2 столетий назад, когда ветераны клана Хаси, живущие в Мегалае, поместили корни каучукового дерева в полые тростники ореховой пальмы орека. 124. В среднем за сутки у человека выделяется от литра до 2,5 литров слюны. 125.
Механический будильник построил американец Леви Хатчинс в 1787 году. Устройство звонило только в 4:00. Будильник, который можно настроить на любое нужное время, запатентовал в 1847 году француз Антуан Радье. 126. Миф о том, что для поддержания здоровья необходимо делать 10 тысяч шагов в день, опровергли в ходе экспериментов. Выяснилось, что благотворный эффект на организм оказывают от 2 до 5 тысяч шагов, пройденных за день в зависимости от темпа ходьбы. Превышение этого числа не оказывает никакого дополнительного действия. 127. Алерт – самое северное поселение в мире. В 2005 году в Алерте постоянно проживало 5 человек, не считая военных, около 70 человек, служащих на канадской военной базе и сотрудников метеорологической станции. По состоянию на 2011 год в Алерте не осталось постоянно проживающего населения. Тем не менее, всегда присутствует сменяющийся военный и научно-исследовательский персонал. 128. У осьминога 3 сердца, одно главное, гонит голубую кровь по всему телу, а 2 других, жаберных, проталкивают кровь через жабры. У осьминогов есть необычная способность, благодаря отсутствию скелета они могут менять форму. Например, некоторые осьминоги во время охоты распластываются на дне, маскируясь под камбалу. Также известна способность осьминогов проникать через удивительно маленькие отверстия. 129. За свою жизнь кит способен утилизировать около 30 тонн углекислого газа. 130. Айапанека – язык, находящийся на грани исчезновения. На протяжении многих веков в Мексике говорили на языке айапанека. Этот язык пережил вторжение испанцев, войны, революции, голод и стихийные бедствия. Но сейчас, как и многие другие аборигенные языки, он находится под угрозой исчезновения. Мало того, что осталось всего 2 носителей этого языка, так они еще и отказываются разговаривать друг с другом. 131. Художник из Италии Сальваторе Гарау продал невидимую скульптуру под названием «Я есть, I am» за 15 тысяч евро. Скульптор заявил, что его произведение существует, хотя его и не видно, оно создано из энергии, силы и мыслей. Работа сможет поместиться только в частном доме, а для ее установки потребуется освободить пространство 1,5 на 1,5 метра. В качестве доказательства о приобретении скульптуры покупателю вручили сертификат, который дает право собственности. 132. Россия установила рекорд по количеству безаварийных космических пусков подряд. Отмечается, что прошлый рекорд России из 58 успешных пусков подряд был установлен в начале 90-х годов прошлого века. С февраля 1992 года по февраль 1993. Начало череде нынешних успешных пусков было положено в 2018 году, после аварии при разделении ступеней ракеты «Союз-Ф». Тогда полет к Международной космической станции пришлось прервать, а космонавты Алексей Овчинин и Ник Хейк вернулись на Землю. При этом абсолютный рекорд был установлен во времена СССР. Так, с января 1983 по ноябрь 1984 года страна выполнила 185 безаварийных пусков подряд. 133. Игуак или нигаугек – традиционные очки у арктических народов инуитов и юпиков, ранее известных как эскимосов, для предотвращения снежной слепоты. Очки традиционно изготавливаются из дерева, кости, бивня моржа, рога северного оленя и иногда прибрежной растительности. Заготовка вырезается по лицу будущего владельца, впереди проделываются узкие горизонтальные прорези. 134. Морские костистые рыбы испытывают жажду и пополняют свои запасы воды из съедаемых ими рыб. 135.
На первых американских космических кораблях было очень мало места. К примеру, туда не помещались туалетные кабины. Поэтому во время полетов Джемини и Аполлонов мочу астронавтов собирали в пакетики с трубочкой, а потом выливали прямо в космос. Попадая туда, испражнения образовывали мерцающие облачка, которые астронавт Уолли Шир назвал созвездием Уринона. 136. Взрослая особь гренландского кита может потреблять ежедневно до 1,8 тонны пищи. 137. У бывшей медсестры из Великобритании Джой Милн есть необычная сверхспособность, она умеет выявлять болезнь Паркинсона по запаху. Для пациентов с этим заболеванием характерен специфический мускусный запах, заметить который могут лишь люди с очень острым обонянием. 138. Принглс – не чипсы, а вафли. Чипсами называется блюдо из тонко нарезанного и обжаренного картофеля. В последнее время распространилась тенденция называть чипсами и другие продукты, фрукты и овощи, нарезанные тонкими ломтиками и либо обжаренные, либо подсушенные. Однако продукт марки Pringles и некоторых других брендов делается из картофельных хлопьев, специально подготовленных и просушенных перед обжаркой, к тому же с добавлением пшеницы. Технически это не чипсы, а картофельные вафли. На американской версии упаковки, например, нигде не указано, что это чипсы. 139. Парк юрского периода – классический приключенческий фильм 1993 года для всей семьи. Но он не такой невинный, как кажется. Звуки, которые в ленте издают динозавры – это запись брачующихся черепах. Звукорежиссер Гэри Райтстром однажды пошутил, что если бы люди знали, откуда взялись звуки парка юрского периода, фильм бы запретили для детей. 140. Самыми точными в мире часами являются атомные. Их теоретическая погрешность не превышает 1 секунды за 6 миллионов лет. 141. Ананас Данмор считается самым странным и глупым с точки зрения архитектуры зданием в Шотландии. Родовой дом графов Данмор включает в себя большой загородный особняк Данмор-хаус и территорию, на которой расположены 2 больших сада, обнесенных стеной. В саду выращивали экзотические овощи и фрукты, а на первом этаже под куполом располагалась теплица. Этот купол, оформленный в виде ананаса, и стал самой большой архитектурной глупостью, много раз высмеянной журналистами различных изданий. 142. В ходе множества экспериментов выявлено, что синхронизация музыки с повторяющимися упражнениями улучшает физическую работоспособность, помогая людям тренироваться дольше и эффективнее. В одном исследовании участники, ехавшие на велотренажере под музыку, потребляли на 7% меньше кислорода по сравнению с теми, кто занимался в тишине. Возможно, объяснение в том, что музыка задает ритм, под который тело распределяет энергию усилия на временные промежутки. 143. Слово, означающее яблоко, является одним из самых древних названий плодов во многих языках. Его часто использовали, чтобы давать названия другим плодам. Например, апельсин на нидерландском языке «эпелсиен» – китайское яблоко. Картофель на французском «pomme de terre» – земляное яблоко. Ананас на английском «pineapple» – еловое яблоко, помидор на итальянском «pomodoro» – золотое яблоко. 144. Кровь китов насыщена кислородом больше, чем у каких-либо других млекопитающих. За секунду киты вдыхают 2000 литров воздуха, причем делают они это не ртом, а дыхалом, расположенным в задней части головы. 145. В прошлом книги ставили на полку наоборот, корешком к стене и передним обрезом наружу. 146. В ответ на щекотку смеется не только человек, но и человекообразные обезьяны. Смех у них отличается от человеческого, но тем не менее он узнаваем.
В конце 20 века появились данные, что и крысы при щекотке издают определенный ультразвуковой сигнал с частотой 50 кГц, который можно приравнять к смеху. 147. Японцы изобрели роботов, которые предупреждают человека о том, что от него плохо пахнет. 1. В виде бульдога, который обнюхивает стопы и выдает одну из 4 возможных реакций в зависимости от интенсивности запаха. Если все хорошо, уткнется носом в ноги, а если совсем плохо, изобразит потерю сознания. Второй робот сделан в виде женской головы. Дыхните, и она честно скажет вам все как есть. 148. До того, как появились будильники, в Англии и Ирландии существовала профессия будильщиков, которые стучали по утрам в окна длинными палками, либо стреляли из трубочек сушеным горохом. 149. На самом старом винограднике Георгия Натинадзе на юге Грузии растут настоящие дикие виноградные лозы с 1600 года, многие из которых взбираются на деревья и пережили вторжение армий других стран. Этот виноградник покрывает приблизительно 4 квадратных километра, виноград с него собирают 2 месяца. 150. Биофизики из Австралии изучали структуру крылышек цикад вида Psaltode chloropenis под микроскопом и обнаружили интересную особенность. Оказывается, они могут уничтожать бактерии без каких-либо химических веществ. Крылышки этих достаточно крупных цикад снабжены особыми, так сказать, антибактериальными, наноколоннами, которые попросту разрывают мембраны клеток болезнетворных микроорганизмов, если те попадают на поверхность. В статье, появившейся в издании Biophysical Journal, исследователи утверждают, что это чуть ли не единственная природная поверхность, способная на подобное действие. А сейчас я хочу попросить о минуте вашего внимания, касающейся организационных вопросов на нашем канале КИФ. Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Также прошу вас подписаться на наш телеграм-канал, ссылка на него размещена в шапке главной страницы. Из него вы всегда оперативно узнаете о выходе новых видео, и только там мы регулярно публикуем материалы, которые никогда не будут размещены на YouTube из-за жестких правил площадки. Эти 2 пункта очень важны для развития канала, и прошу вас прислушаться к моей просьбе. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. В заключении этого видео мы разместим самые интересные, популярные, полезные и остроумные комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику, а также список наших спонсоров. Оставляйте свои комментарии, чтобы попасть в следующий ролик. А теперь продолжаем. 151. Самый старый человек на Земле сейчас – это жительница Англии Этель Кейтером. Она попала в Книгу рекордов Гиннесса. 21 августа 2025 года ей исполнилось 116 лет. 152. Самым большим словарем в мире является Deutsches Wertbach, начатый Якобом и Вильгельмом Гриммами в 1854 году. Он был закончен в 1971 году. Словарь, объем которого составил 34 519 страниц, был издан в 33 томах. Самый большой словарь английского языка, 20-томный The Oxford English Dictionary. Издание 2005 года содержит около 301 100 статей, 350 миллионов печатных знаков. 153. Все близкие люди Ивана Сергеевича Тургенева знали, что он жуткий чистюля и перфекционист. Он старался менять белье хотя бы 2 раза в день и регулярно протирал свое тело губкой, смоченной в одеколоне. Также он любил и тщательно следил за тем, чтобы все его вещи всегда были выстираны, выглажены и находились на своих местах. 154. Первые письменные тексты на китайском языке, надписи на гадательных костях,
относится ко времени правления династии Шан XIV-XI века до нашей эры. С этого времени употребление китайских иероглифов распространилось и на соседние страны, включая Японию. Японский и китайский языки имеют около 3000 общих иероглифов. Как правило, смысл таких иероглифов одинаков для обоих языков или отличается незначительно. 155. В историческом центре Мехико высота новостроек ограничивается максимум 8 этажами. Фирма BNK Архитектура разработала план постройки землескреба непосредственно под центральной площадью города. Подземное здание будет уходить в глубину на 65 этажей, а его конструкция будет напоминать перевернутую пирамиду. Центр здания будет полым, чтобы обеспечить вентиляцию этажей и парков под поверхностью. Самая высокая часть будет покрыта слоем стекла, там, где раньше была площадь. Таким образом, землескреб сможет взаимодействовать с остальной частью города, находящейся на поверхности. 156. Иногда осьминоги бьют рыб. Исследователи не смогли определить причину, по которой это происходит, но обратили внимание, что чаще всего неожиданным ударом подвергаются те рыбы, которые охотятся вместе с осьминогами. Возможно, таким образом осьминог – существо с развитой нервной системой, способное к сложному взаимодействию с окружающим миром, просто вымещает злость за неудачную охоту. Рыбы после ударов на некоторое время теряют ориентацию в пространстве, но постепенно восстанавливаются. 157. Несмотря на многочисленные исследования и эксперименты, люди так и не нашли точного способа определять, говорит человек правду или лжет. Метаисследование, изучавшее 206 исследований с участием 24 тысяч человек, выявило, что добровольцы смогли, обращая внимание на такие признаки, как отвод взгляда, изменение высоты тона, неуместный смех или суетливые движения, выявить ложь только в 54% случаев, чуть-чуть лучше, чем простое угадывание. Опытные полицейские распознавали вранье немного точнее, 64% лучше, чем угадывание, но не намного. 158. Психология заставляет нас удивляться весу стекла. Поскольку оно прозрачно и не похоже ни на что на Земле, мы воспринимаем его как нечто несуществующее. И нам кажется, что стекло должно быть легким. Но чем бы мы себе его ни представляли, жидкостью, твердым телом или чем-то между, оно состоит из огромного множества атомов, которые мы не видим. 159. Литературоведы подсчитали, что в книгах Шекспира слово «любовь» упоминается 2259 раз, в то время как «ненависть» написано всего 229 раз. 160. Синхронизированные движения, например, марширование, повышают у высших приматов, в том числе и у людей, уверенность в себе, как выяснило исследование. Во время эксперимента одну группу мужчин попросили пройти маршем, а вторую – обычной походкой. После этого обеим группам показали фотографии опасных преступников и попросили определить на глаз их рост, вес и физическую силу. Те, кто только что маршировал, оценили опасность злодеев гораздо ниже, чем те, кто просто прогуливался. 161. Знаменитые слова Юрия Гагарина «Земля голубая». Это чудо. Красота, какая надолго вошли в историю. Естественно, что к впечатлениям астронавтов Ловелла, Андерса и Бормана, которые первые увидели обратную сторону Луны, было приковано не меньше внимания. Как только экипаж совершил маневр, с Земли последовал единственный вопрос: как выглядит Луна с той стороны? Ловелл, как никто, сумел найти подходящие слова для поддержания всеобщего энтузиазма. «Ну, Хьюстон, она серая. Бесцветная. Напоминает гипс». Андерс, в свою очередь, попытался внести хоть немного романтики, или пляж. Похоже на пляж с серым песком. 162.
За миллионы лет эволюции человеческий организм приспособился к одному рассвету и одному закату в сутки. Международная космическая станция за сутки совершает более 15 витков по околоземной орбите, а это значит, что за 24 часа астронавты и космонавты наблюдают 15 рассветов и столько же закатов. Чтобы справиться с этой проблемой, решено было установить строгий режим, основанный на времени по Гринвичу. Для всех без исключения подъем в 6:00, в 6:45 завтрак, в 13:05 обед и в 19:30 ужин. А в 21:30 все дружно отправляются спать. 163. В среднем люди проводят за чтением 6,5 часов в неделю. 164. Согласно исследованию Ельского университета, 3/4 учеников, которые плохо умеют читать в 3 классе, не смогут развить этот навык и в средней школе. 165. В 2011 году китайское правительство запретило фильмы или шоу, в которых показываются путешествия во времени. Такие фильмы, согласно коммунистическому режиму Китая, считаются недопустимым явлением и искажают исторические факты. 166. Стекло прозрачное из-за его внутренней атомарной структуры. В стекле все электроны полностью связывают его аморфную структуру, свободных электронов нет. Для их возбуждения нужна значительная энергия. Они не могут поглощать фотоны видимого света, как металлы. Поэтому эти фотоны свободно пронзают структуру стекла. Атомы последнего даже не замечают их, не взаимодействуют с ними. Если мы используем ультрафиолетовый свет, фотоны которого обладают большей энергией по сравнению с видимой частью спектра, то их стекло поглощает. Именно поэтому под ультрафиолетовым освещением оно выглядит непрозрачным и темным. 167. Взрослые, регулярно читающие литературу, в 2,5 раза больше склонны заниматься волонтерской или благотворительной работой, и в 1,5 раза больше склонны принимать участие в спортивных мероприятиях. 168. Узниками Бастилии были не только люди. Однажды в тюрьму была заключена знаменитая французская энциклопедия, составленная Дидро и Даламбером. Книгу обвиняли в том, что она наносит вред религии и общественной морали. 169. Социофобия – один из самых распространенных типов тревожного расстройства. Его симптомы в какой-то момент времени возникают почти у 13% населения земного шара. Человека, страдающего социофобией, постоянно беспокоит, как его воспринимают окружающие. Такие люди испытывают иррациональный страх перед тем, что кто-то относится к ним плохо или негативно их оценивает, а также, что они предстают перед другими не в лучшем виде. 170. Самым древним печатным произведением является свиток Дхарани или сутра. Текст отпечатали с деревянных клише. Свиток нашли 14 октября 1966 года в фундаменте пагоды Пульгукса в Южной Корее. Было установлено, что сутра была отпечатана не позднее 704 граммов нашей эры. 171. Большинство итальянцев очень суеверны. Например, не принято зажигать свечи в доме, в том числе, чтобы романтически украсить спальню, так как свечку ставят только покойнику, то есть когда в доме кто-то умирает. 172. 27 августа 1896 года между Англией и Занзибаром вспыхнула самая короткая в истории человечества война. Она началась после революционного переворота в султанате и продлилась по разным данным от 38 до 45 минут. В ходе конфликта погибло 570 занзибарцев, а в британской армии был ранен лишь 1 солдат. 173. Система глобального позиционирования GPS, в том числе благодаря которой наши смартфоны могут определять свое положение с точностью до 10 метров,
Работает благодаря радиосигналам от 27 спутников, вращающихся вокруг Земли на высоте 20 тысяч километров. И там время течет на 40 микросекунд в день быстрее, чем на Земле, поэтому спутники должны это компенсировать. 174. Был такой римский император Калигула, и больше всего он прославился своим безумием. Историки описывали его как крайне жестокого и неуравновешенного человека. Например, однажды безумный император решил назначить своего любимого коня по кличке Инцитат сенатором. Теперь слово «инцитат» означает пример своевластия правителя, сумасшедшие приказы, которые, тем не менее, приводятся в исполнение, или назначение на должность человека, совсем не подходящего для нее по всем параметрам. 175. Российский филолог Владимир Журавлев выяснил, что послания, заключенные в звучании слов современного русского языка, могут быть оценены с помощью 25 эмоциональных антонимичных сопоставлений: хороший, плохой, радостный, печальный, безопасный, страшный, простой, сложный и других. Проведя исследования с большим количеством людей, Журавлев смог установить, какую подсознательную оценку по такой шкале имеет каждый звук. Сейчас в интернете легко найти подсказку, какое впечатление оставляет ваше имя. Например, Николай – красивый и безопасный, Коля – хороший, а Колян – хороший, добрый и красивый. Анализ стихов и иллюстраций к ним показал, что поэты интуитивно соблюдают фоносемантические правила и что имеются также звукоцветовые соотношения, которые тоже соблюдаются в языке. 176. Метеорологические данные НАСА с Юпитера и Сатурна показали, что они содержат большие объемы углерода в его кристаллической форме. Разряды молний во время бурь превращают метан в углерод. Во время падения тот твердеет, превращаясь в глыбы графита, а спустя тысячи километров полета глыбы становятся алмазами. 177. В конце XIX века женщины, боровшиеся за свои гражданские права, устраивали целые демонстрации на велосипедах. Американская активистка Сьюзен Энтони даже сказала, что велосипед сделал для эмансипации женщин больше, чем все остальное вместе взятое. 178. Небоскребы изменяют структуру воздушных потоков района, в котором находятся. Эффект будет зависеть от высоты, на которой расположен поток, у основания здания, вокруг него или над ним. Небоскребы, расположенные рядом друг с другом, создают аэродинамическую трубу, в которой ветер сильно дует на уровне земли. Между тем, поскольку здание представляет собой стену, другая часть воздушного потока, загрязненная химическими веществами, поднимается в атмосферу. Эти загрязняющие вещества перемещаются в другие районы, либо оказываются в зонах вокруг здания. В последнем случае накопление в воздухе загрязняющих веществ, вызванное присутствием небоскреба, может оказаться очень вредным для жителей города. 179. Самой дорогой книгой в настоящее время считают книгу Мормона, опубликованную в марте 1830 года Джозефом Смитом-младшим. Книга приобретена в 2018 году за $35 миллионов. Священный текст описывает последние дни движения святых. Джозеф Смит, которого историки считают автором книги, заявил, что издание является переводом священного текста, написанного рукой Мормона, а использовал он для этого листы Нефия. Оригинальная книга писалась на золотых листах, а слова для нее составлялись египетскими знаками. Нашел Джозеф Смит слова Мормона в одной из гор, находящихся в Соединенных Штатах Америки. А дорогу ему указал ангел Мороний. Далеко не все историки согласны с версией Джозефа Смита. Многие считают, что он сам же и написал книгу, использовав для этого известные в современном мире произведения. 180. Самая дорогая кошка – саванна, стоимостью от $4000 до $22 000.
Этот огромный потомок африканского сервала может весить 15 килограммов, выглядит такая кошка необычно и мощно, но при этом никакой суровости в ней нет. Саванна очень активная порода, им требуется много пространства для игр. Она обожает водные процедуры, что не очень характерно для кошек, но привычно для сервалов. 181. Традиция загадывать желания, задувая свечи на торте, восходит, как считается, к древним грекам, которые верили, что дым переносит желания на небо, к богам. 182. На самом деле первыми живыми существами, которые отправились в космос, были плодовые мушки-дрозофилы. Их полет стартовал 20 февраля 1947 года с американского ракетного полигона White Sands в штате Нью-Мексико на борту ракеты Фау-2. Откуда изобретение фашистов там оказалось, догадаться нетрудно. 183. Слово «дроид» придумал Джордж Лукас в 1977 году, а в 2009 его компания зарегистрировала это слово как товарный знак. Компания Verizon вынуждена платить комиссию Lucasfilms Ltd. за использование слова «дроид» в названии линейки своих телефонов Motorola Droid, а Disney платит Лукасу за употребление этого слова в «Звездных войнах». 184. Писатель Михаил Лермонтов питал страсть к еде, он ел, как только предоставлялась возможность. Правда, гурманом он себя не считал, скорее он был всеядным. Однажды друзья решили над ним пошутить и вместо вкусной начинки вложили в его пироги-опилки. Каково же было их удивление, когда писатель спокойно съел все до последней крошки, даже не заметив подмену. 185. До 1960-х годов в Европе беременность определяли, отправляя анализ урины женщины в специализированную британскую лабораторию. Затем образцы урины вводили в жабу. Ученые проверяли жабу через пару часов, если она откладывала икру, то женщина была беременна. 186. Одной из самых дорогих книг в мире является Лестерский кодекс Леонардо да Винчи. Этот научный трактат, посвященный воде, земле и небесным телам, напечатан зеркальным шрифтом, поэтому, чтобы его прочесть, нужно обязательно вооружиться зеркалом. Владельцем Лестерского кодекса в настоящее время является Билл Гейтс, который приобрел книгу за $30,8 миллиона. 187. Когда помидоры завезли в Европу, люди считали их ядовитыми и использовали только для украшения блюд. Однако со временем бедняки все же начали есть помидоры из-за их низкой стоимости. В итоге незаслуженно отвергнутый овощ стал популярен только через 300 лет после своего появления. 188. Мухаммед Али был способен нанести удар за 0,04 секунды, что примерно соответствует скорости моргания. Его называли самый быстрый тяжеловес из когда-либо живших. 189. Путунхуа – наиболее распространенный диалект китайского языка. На нем говорят 960 миллионов из более чем 1,2 миллиарда жителей нашей планеты, говорящих на китайском языке. 190. На острове Тринидад есть озеро Пич-Лейк, состоящее из чистого жидкого асфальта. Это крупнейший в мире резервуар подобного рода. По прогнозам, при текущем уровне добычи в озеро будет являться возобновляемым источником асфальта на протяжении 400 лет. Другие подобные озера есть в Венесуэле и Калифорнии. 191. В 1970-х годах в столице Швеции Стокгольме на муниципальной службе состоялась Ив Густавсон, которая умела лаять большим количеством способов, соответствующих разным породам собак. Ее работа заключалась в лаянии на городских улицах, чтобы вызвать ответный лай собак. Таким образом, она собирала информацию о домах, владельцы которых не платили налог на собак. 192. У белого медведя под мехом черная кожа.
Сами щетинки шубы прозрачные и полые, поэтому в различных условиях окраска медведя может изменяться от белой до желтоватой. В жарких странах в неволе белый медведь может вообще позеленеть, если в щетинках начнут расти водоросли. 193. Исаак Ньютон интересовался многими аспектами физики и других наук и не боялся проводить некоторые эксперименты на себе. Свою догадку о том, что мы видим окружающий мир из-за давления света на сетчатку глаза, он проверял так. Вырезал из слоновой кости тонкий изогнутый зонд, впускал его себе в глаз и надавливал на заднюю сторону глазного яблока. Возникающие цветные вспышки и круги подтвердили его гипотезу. 194. В некоторых высокогорных районах, например, калифорнийском хребте Сьерра-Невада, летом можно увидеть арбузный снег. Он розового цвета и обладает запахом и вкусом арбуза. Этот феномен обусловлен присутствием в снеге водорослей Chlamydomonas nivalis, содержащих красный пигмент астаксантин. Данные водоросли служат также пищей для некоторых организмов, среди которых ледяные черви. Они могут жить только в ледниках при низких температурах, а при нагревании хотя бы до 5 градусов Цельсия распадаются и погибают. 195. В XVII веке по просьбе архиепископа Квебека католическая церковь классифицировала бобров как рыб, чтобы их можно было есть в пятницу, когда у католиков действует запрет на употребление в пищу мяса. По той же причине к числу рыб в разное время были причислены другие полуводные грызуны – капибара и ондатра. 196. Озеро Могильное в Мурманской области уникально наличием 4 слоев различной степени солености. В самом верхнем слое с пресной водой обитают дафнии и рачки. В самом нижнем слое, где соленость достигает 3,3%, обитают лишь пурпурные бактерии. В средних слоях живут типичные морские обитатели, например, морские звезды. Они находятся в своеобразной ловушке, так как не способны жить ни в верхнем, ни в нижнем слое. 197. В Нью-Йоркском музее современного искусства в 1961 году была выставлена картина Анри Матисса «Лодка». Только через 47 дней кто-то обратил внимание на то, что картина висит вверх ногами. 198. На самом первом логотипе Apple был изображен сэр Исаак Ньютон и яблоня, с которой вот-вот ему на голову упадет яблоко. Этой эмблемы не было на корпусе компьютера Apple One, только в инструкции к нему. Общая композиция логотипа была сильно перегружена деталями, поэтому менее чем через год его сменил привычный нам надкушенный фрукт. 199. Рыба-свеча, обитающая в водах Тихого океана, получила свое название потому, что обладает исключительно высоким содержанием жира. Индейцы Северной Америки, помимо употребления этой рыбы в пищу, высушивали ее, продевали сквозь нее фитиль и жгли как обычную свечу. 200. Самое сухое место на Земле – не Сахара или другая известная пустыня, а область в Антарктиде под названием Сухие долины. Эти долины почти полностью свободны от льда и снега, так как влага испаряется под действием мощнейших ветров, достигающих скорости 320 км в час. В некоторых районах этой области дождей не было уже 2 миллиона лет. На этом я бы хотел закончить это видео с 200 удивительными фактами, которые помогут уснуть. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца предлагаю узнать бонусный факт. В Беринговом проливе, посередине между Чукоткой и Аляской, расположены острова Диомида. Большой Диомид или остров Ратманова принадлежит России, а Малый Диомид или остров Крузенштерна – США. Между островами проходит не только государственная граница, но и линия перемены дат. Таким образом, солдаты заставы на Большом острове могут встретить Новый год, затем пройти 4 километра до Малого и встретить его еще раз, тем более сделать это можно без всякой визы благодаря особому договору между странами.
Вот такими у нас получились 200 удивительных фактов, которые помогут уснуть. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, предлагайте темы, которые вы хотели бы услышать в новых видео. Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех зрителей, поддержавших наш канал материально в это непростое время. Их имена вы можете увидеть на экране вашего устройства прямо сейчас и в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, поставить лайк, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии, лайки и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.